Ребят, всем привет! С вами Алексей Костылев, а это значит, что вы смотрите второй лондонский влог с чемпионата Major 2018. Каждый раз, когда мы начинаем снимать влоги и начинается новый день, наше утро с Костяном начинается с того, что мы чекаем все новостные киберспортивные сайты. И знаете, что мы заметили? Что наши два игрока, Денис Шарипов и Александр Симпл Костылев, по рейтингу идут нос к носу. У Саши Симпла 1.45, а у Элика 1.44. В последнем матче с бегами Элик шел впереди, но Саша обогнал его на 0.1. Вы представляете, какое противостояние этих двух локомотивов и как они набрали форму и обороты? Этим ранним утром Миша Кейн проснулся раньше всех. Мы взяли ему кофеек и сейчас хотим вывести его на откровенный разговор, узнать, что он думает об этом, узнать, не мешает ли это гонка лидеров, гонка первенства играть и не помешает ли она нам в игре против Мибор, которая состоится уже через 4 часа. Them niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Настолько задолбал мелкий дождик, он все время просто капает на лицо, на одежду, всегда мокрый. В очках я хожу для того, чтобы дождь не капал в глаза, потому что ничего не видно. Как здесь живут англичане, я, если честно, удивляет просто. Буквально день назад игроки Мибор позволяли себе такие высказывания: Данаи вообще не тренировались, как они попали туда или сюда, ну, они недостойны вот таких результатов и так далее. Влияло ли как-то это на наших игроков? Цепляло ли их? Цепляло ли тебя как тренера? И вообще, что ты можешь сказать про такие вот выпады в сторону НАТО Свинсера? Я могу сказать, что это в любом случае немножко злит, да, то есть, потому что люди могут говорить что угодно, то есть прям чтобы зацепило, да, то есть и повлиял как-то во время игры, такого не будет, но, скажем так, этот матч, который, допустим, он закончится с каким-то результатом, и эти слова вспомнятся, то есть, соответственно, либо они окажутся где-то в чем-то правы, да, то есть отталкиваясь от своей подготовки, от того, что они действительно лучше, чем мы, готовы к этому турниру, либо они пожалеют о том, что говорили такие слова. Но, скажем так, настрой у нас 100% на эту игру. Вчера тренировались? Если да, то расскажи, пожалуйста, какие карты тренировали, что хотите пикнуть, что пикнет противник, по твоим предположениям, и что будем с этим делать. Действительно, очень интересно. Уже такой путь пройден, и беги оказались не слишком подготовлены к нам, поэтому это может дать немножечко нам просесть, правильно? Что пикнут они, у них есть два варианта. Что пикнуть, я считаю, это Инферно и Даст 2. Я даже склоняюсь к тому, что, возможно, это будет Даст 2, потому что еще, будучи на буткемпе, мы тренировались с ними на Дасте. Да, мы пробовали какие-то свои заготовки, как бы они у нас не сильно получались, и они выиграли у нас эту тренировочную игру как бы довольно-таки уверенно. Опять же, прак и игру как бы я бы не ставил в один уровень, потому что это часто разные абсолютно как бы игры, в которых происходят совсем другие вещи. Своей картой мы планируем взять все-таки Оверпас, потому что они проиграли две последние большие игры на этой карте, и Ликвид, и Астралис. Мы побеждали и Астралис на Оверпасе, да, мы проиграли Ликвид, но то была далеко не лучшая наша игра, но это если вспомнить совсем старая, да. Ну, Оверпас, допустим, мы чувствуем довольно-таки хорошо. Ну, а на третью карту я слышал, что они на трене, многие команды побеждают и чувствуют себя там уверенно. Мы тоже себя чувствуем уверенно на трене, мы будем рады, если именно эта карта останется как третья. А если Мираж? Если Мираж, то можете посмотреть нашу статистику. Ребята, чекните, пожалуйста. Хотя я думаю, сейчас Кирюха выведет вам нашу статистику. Я надеюсь, после этого видоса мы уже победили. Победа, ребят, победа! У-у-у!
И мы с Мишей из прошлого с вами общаемся. Ну, посмотрим, как оно будет. А теперь вместе поднять щиты. Мы с Мишей готовы. А вы готовы? Ты выспался? Да. Готов? Ну так просыпался частенько. Чего? Кошмарчики снились. Переживал? Да я не знаю, как-то непонятно. А потом просыпаюсь, так думаю, блин, я выспался или нет. Слушай, Не понимаю до сих пор. Вроде смотрели да. сегодня статистику с утра. У тебя 1.45, у Элика 1.44. В матче с бегами ты 1.01 перегнал его. Скажи, это как-то давит на вас? Ты, ну, Да вот нет. Элик по-любому хочет быть первым. Ну пусть Элик будет первым. Да там еще Егор может стать первым. Я тоже не против. А у Егора Становится. какая статистика? У него 1.30 вроде. Все будет решаться в этих всех матчах. Надеюсь, мы сегодня выиграем и завтра тоже попытаемся выиграть. Короче, ладно, я пошел. Давай. Кстати, ребята, финал мейджора 23 числа, 23 сентября вы можете посмотреть в кинотеатрах Multiplex и Планета кино в вашем городе. Поэтому чекайте сайты, покупайте билеты. Я надеюсь, мы будем в финале. И приглашайте друзей на просмотр. Костя, ты будешь чаечек? Да, буду. Chocolate Carbonelli. Я вам просто передать не могу, как пахнет этот чай невероятный. Понюхай, реально, это Первая комбинация, короче, это просто бегут люди, сразу кидают два молика. Они бананы как бы в этой игре чаще всего отдали. С лоу-баями отдали 100%, как бы, понял? С баями тоже как бы либо зарашили банан, либо как бы, ну там иногда его проиграли. Если они вдруг пошли на Б, и мы как бы, то есть, не приняли их, то мы не пытаемся выбивать, пытаемся им отдать. Просто понять, как они будут играть, понял? То есть это первый вариант. Второй вариант просто авик и второй чел отсюда, потому что даже если они выгоняют банан и потом разводят, они эту территорию не сильно проверяют. Понял? Чтобы у нас была инфа. Минус флешки. Да, ну понял? То есть две такие как бы бананы полностью не отдавали. Самый обычный. Залазите сюда, кидаете в эту штуку. Понял? И потом типа, короче, Три раша. вот заход на, покажи их заход на. Тут будет мой. Смотри, если мы, короче, пикнем туда, понял? Да, то есть, чтобы у нас была возможность перегруппироваться, если что, сделать заход под Б. В крайнем случае, понял? Если мы увидим, что много стянулось, чтобы какой-то кач, как бы, понял? Чтобы мы не выиграли позицию. Если мы не встретим особого сопротивления, то давай сделаем заход на А. Я предлагаю просто не давать смог между. Он, ну то есть, туда дать флешку, короче, под него зайти бомбу ставить, а самим вычислять типов, которые туда, ну это у них единственная зона, где будет. Ребят, если их больше, чем 2 человека осталось в живых, и они заняли Б на Дасте, мы фокусим на том, чтобы убить людей в тэшке, короче, на респе, где-то здесь. То есть у нас максимальный фокус убить этих типов. Вот тут вот вычислили, освободили здесь эту зону, после этого тогда выбиваем Б. Тут кто-то просто остался просто контролить и холдить. Потому что без туннеля Б не выбивается, особенно если там их больше 2 типов. Ребятки, хочу представить вашему вниманию новые наушнички от компании HyperX. Это Cloud Alpha Gold Edition, который еще к тому же Limited Edition. Совсем скоро вы уже сможете приобрести их на рынках СНГ. А пока что давайте мы вместе посмотрим, как они выглядят. Здесь инструкция, как, куда подключать наушники, с какими девайсами лучше. И вот, наконец-то, наши наушнички. Посмотрите, какие они крутые. Амбушюры, которые на этих наушничках использованы, говорят, запоминают, ну, очень качественно сделано, посмотрите. Очень. Гель, который впитывает влагу. Наш микрофон, который на изичек вставляется просто, и ну, сидят шикарно. Добрый день всем болельщикам киберспорта. Сегодня важный матч. Команда Мибор сразится с Natus Windsor. У нашей команды уже есть эти наушники. Мы их сегодня передадим ребятам. А вам я советую присмотреться и приобрести. По столу бил. Привет. А, кстати, вот целая команда. Я хочу тебя спросить такую тему. Рейтинг 1.44, у малого 1.45. Как ты допустил 0.1?
Это баг. Что? Да-да, что ты говоришь? Да вон спросите, можете у тренера спросить, что я не гонюсь за МВПшками. Да, я вижу, какая идет внутренняя борьба, она уже начала набирать новые обороты. Он начал уже физически некоторые приемчики. Вот. Посмотрим. Дело в том, что к вам, к этой двойке приближается еще третий клиент. Третий клиент. Который, смотри, под шумок встал. Под шумок. Ну что, ребят, сейчас отправляемся уже в зал. Наши ребята сегодня играют слева. Вы помните все эти маленькие наши суеверия, в которые мы не верим. Сегодня опять проверим. Да, вообще не верим. Welcome on stage. Так, ну как видите, правило такое. Если ты попадаешь в кабинку, сразу же моментально сдаешь телефон, и даже если ты не разыгрываешься или ты сейчас будешь уходить, это не важно. Посмотрите, зал набивается и очень-очень активно. На улице невероятная очередь, кстати, пацаны. Ребят, ну что, по традиции мы спустились в зал, рядом с нами стоит один из наших фанатов. Представься, пожалуйста. Игорь. Игорь, ты откуда прилетел вообще? Город Москва, Россия. Город Москва, поддержать Нату Свинца. Естественно. Супер, рассказывай, как тебе вообще впечатление? Первый ли раз ты приехал на чемпионаты подобные, на мейджор? Ты бывал ли на других чемпионатах? И вообще, что ты думаешь по этому поводу? Слушай, ну, первый раз на мажоре. Вот. Великолепно, по мне, так, и арена нормальная. Типа, в принципе, хорошо, Нави показывает красивую игру, это все, что нам нужно. Болейте за Нави, болейте за все, не знаю, восточноевропейские СНГшные команды, потому что мы вместе, сила. Пока мы едины, мы непобедимы. Все, ребят, вы слышали? Поднять вместе щиты, и сейчас будем топить против Мибор. Вы хочешь сфоткаться? Ребят, привет. Привет. Хотите сфоткаться? Да. Давайте. Вы откуда прилетели вообще? Литва. Сайрия. Сайрия? Да. Ну так в Литве живем. Но. Супер, супер. Давай, так, чек. давайте, фоткаемся. Чикс. С бананом, все как положено. Но это видос, пацаны, давайте фотик. Первым пикал? Сейчас оверпас. Первый оверпас. Да. Точно, я же на оверпасе, точно. Да, мы за атаку, да. Флешку дали. Флешку, да просто можешь кинуть какую-нибудь любую. Я засейвлю на ретейк, если что. Ну хорошо, засейвил. Банан. Завязали? Костя, банан? Нет, спасибо. Не хочешь? Ну ладно. Зрителям банан. Пожалуйста. Услышьте меня. Времена меняются, ребят, как и карты. Кто-то на одной карте жестко в один сезон, потом эту карту против него черкают в другом сезоне. Выбирают вернее. Смотрите. Элик и Флейми. Мы играем сейчас пистолета на оверпасе за атаку. Мы делаем такая идея, что у Сани будет по 250 с Ваней, они пойдут на длину. Ваша задача, Сани и Вани, не спешить. Саня, у меня граната, ты первый. Да, вы не спешите даже то, что там убивать. Наша цель сделать синхронный заход. Смоки взорвутся. Один смок взорвется между машиной и иксом слева, а другой взорвется по центру. Смока не будет на пленте, где тачка. Ваша задача выйти с туалетов. Вы вдвоем выходите с туалетов. У вас смоки, проверяете туалет слева, там может быть фер стоять, проверяете шокси слева. Идете прямо. И вот перед тем, как заходить прямо к 90, я даю одну флеш, чтобы вы подошли близко, поняли? Вас не видно. И под вторую флеш вы вдвоем убиваете 90 машину. Можете врываться прямо в эту машину, убивать хелпу, навязывайте там размен. Понял? Only way to go is up. Showing out when we showing up. Good luck. Cheers. Good luck. Good luck. Only thing to do is win. Swear I hope tonight will never end. 'Cause everything's amazing. Let's do it all over again.
Ого. Не, ну тут уже побольше людей. Сегодня Вчера был полный, вчера. Сегодня, я думаю, точно. Да, вон сверху, видите, все сидят. Мы, например, там, где мы сидели, смотрели вашу игру первую, там уже нет мест вообще. Мы будем, наверное, с Жекой в этом. В Players Lounge, да. Black stripe, yellow paint. Them niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Both great teams. I think Navi is favorite. But in this stage of the major, in the semifinals, big stage, crowd, everything can happen. So. Я бы, знаете, какие писики сделал? Вот реально. Вы слышите? Помните, мы взяли писик, когда ты на миди оставался с двумя флешками. На Б или на длину. Вот такой хороший писик. Это один зиг, один на пульте смотрит длину. Там два зиг не нужно. Возик нормальный. Это то, что может решать, на Дасте. Выкиньте эту шняпу. Все, ту карту забыли, сейчас новая жизнь, новая игра, новые расклады. Глубокий вдох, резкий выдох и понеслась. Somehow you lost your way in your quest to find the
Сань, пару комментариев по поводу сегодняшней игры. Также настроились и подготовились хорошо, как и к бегам. Конечно же, там нервы всегда есть в начале, пока, ну знаешь, надо почувствовать игру. И все. Что по поводу завтра? Как ты думаешь, кто выйдет в финал? Астралис или Ликвид? Ой, я вообще до вчерашнего матча с Ашерами ставил на Ликвид, но теперь что-то я понимаю, что скорее всего это будет Астралис. И будет круто завтра сыграть с ним. Ребят, ну что, вокруг журналисты все дают интервью, вы сами все видели. Мы уже в финале. Уверенная игра против команды Мибор. И завтра нас ждет невероятная битва. Надо набраться сил, надо отдохнуть. Спасибо всем, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Это был очень сложный день. С вами был Алексей Костылев. До завтра. Я напомню, у нас была статистика 0/6, 1/6.